Вы думаете, что его молчание – это пустота или безразличие? На самом деле, прямо сейчас внутри него происходит настоящий взрыв. Карты показывают, что его тишина кричит громче любых слов. Сегодня мы заглянем в ту темную комнату его души, куда он боится впустить даже самого себя. Мы узнаем, в чем он боится признаться лично вам и какое сообщение он на самом деле пишет вам в своих мыслях каждую ночь. Смотрите, досмотрите до конца, и, возможно, карты подскажут вам, что будет дальше. Вы думаете, что его молчание – это пустота и безразличие. На самом деле, прямо сейчас внутри него происходит настоящий взрыв. Карты покажут, что его тишина кричит громче любых слов. Сегодня мы заглянем в ту темную комнату его души, куда он боится впустить даже самого себя. Мы узнаем, в чем он боится признаться лично, и какое сообщение на самом деле пишет вам в своих мыслях каждую ночь. Давайте смотреть, кто он в этих отношениях, кто вы в этих отношениях, и что между вами. Смотрите, 3 старших аркана. Все это неспроста. Все это говорит о том, что эти отношения для вас очень важны. Кто вы в этих отношениях? Кто он в этих отношениях и что между вами? Между вами дьявол, сила и смерть. То есть эти отношения изменили обоих. Скорее всего, речь идет о кармических отношениях, и вы оба проходите свой урок. Вас тянет друг к другу. Дьявол и сила – это, знаете, 2 стороны одной медали. Вы не можете без него, так же, как он не может без вас. Тут есть и манипуляции, и желание любой ценой получить желаемое. И все, знаете, вот вместе сложно. И расстаться тоже невозможно. Все перемешалось, и вы не знаете, как вам быть. С вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим все-таки, что же у мужчины к вам. Можете написать его имя под видео, можете поставить смайлик, сердечко, цветочек, написать комментарий. Можете написать «принимаю». Если видео понравилось, хотите, чтобы проигралось. Сегодня мы смотрим его текущее состояние. Почему же он замолчал? Что он думает, когда, или о чем он думает, когда видит ваше фото или заходит на вашу страницу. Давайте смотреть. Смотрите, возможно, он считает, что вы слишком хороши для него. Возможно, он считает, что вы не хотите быть с ним вместе. Карта Солнца. Вы для него Солнце. Вы для него яркая, интересная, очень самоуверенная девушка. Девушка, которая, возможно, никогда у него не было. А возможно, он так и называет вас. Солнышко мое, да? Между вами тишина, но он хотел бы быть вместе с вами. На самом деле он тут надел броню, да, чтобы никто, и прежде всего вы, не увидели его уязвимость. Ему плохо без вас, ему одиноко без вас. Он запутался и не знает, что ему делать и как ему быть. Но есть чувства. В любом случае, в этих отношениях чувства есть. И есть огромное притяжение у вас к нему, у него к вам. И вы, возможно, не способны бороться с этим. Да? Возможно, еще знаете, вот то, что он замолчал, это страх. Его несет так, что остановиться он не может. Это попытка затормозить. Это попытка, знаете, сделать все, чтобы не окунуться с головой в эти отношения, потому что очень сложно и больно. Здесь нет безразличия. Здесь страх совершить ошибку или признать свою слабость перед вами. Он проигрывает в голове диалог с вами сотни раз. Давайте посмотрим, что же он чувствует и что же он думает, да? Да, я намеренно замедлила эти отношения. Я намеренно избегаю ее, она намеренно избегает меня. Да, он замолчал, потому что слишком тянет, слишком большая тяга. Я не знаю, имеют ли эти отношения какое-либо продолжение, и есть ли смысл их продолжать. Мне очень тяжело. Он борется внутри себя. Возможно, тут еще друзья дают какие-то вредные советы. Также эти карты могут указывать на то, что это треугольник, и сейчас ничего изменить нельзя. Можно только все принимать как есть, а то, как оно есть, оно слишком больно.
Ну, давайте посмотрим все-таки, что же он хотел бы вам сказать. Его тайное послание, да? Его тайное послание. Я хочу к тебе. Смотрите, шестерка жезлов. Я хочу перемен к лучшему. И пусть между нами расстояние, я хочу, чтобы это расстояние сократилось. Да, я взрослый, серьезный мужчина. Да, он император. Возможно, знаете, в обычной жизни он такой достаточно успешный человек, который, возможно, знаете, ну, имеет какое-то влияние или начальник где-то, да, привык, что его команды и его пожелания всегда исполняются. Он следит за вами в сети. Он обижен на вас. Или, знаете, даже не то чтобы обижена. Все женщины одинаковы, ничего нового уже не будет. Если я сейчас окунусь в эти отношения, я потом пожалею. Да, да, вот я потом пожалею. А почему? Потому что это уже было в моей жизни, это очень больно. Я закрыла эту дверь и решила, что я ее никогда больше не открою. Но вот так получилось, что я опять испытываю очень сильные чувства. Она очень нравится мне. Возможно, я даже влюбился. А что с этим делать, я не знаю. Нужны ли мне эти сильные эмоции? Нужны ли мне эти сильные чувства? Она звезда, я не могу выбросить ее из головы. Она все время в моей голове. Хочу я этого или не хочу, мои мысли все время к ней возвращаются. И что с этим делать, да, я не понимаю. Я не понимаю, как избавиться от этого наваждения. Давайте дальше посмотрим. Что еще? Да, вы очень желанная женщина. Вы очень желанная женщина для этого мужчины. Он все время представляет вас. Он готов на многое ради вас на самом деле. Но скрывает от вас эти чувства. Вот знаете, парадокс такой. Вот он сам испугался своих чувств. И он не знает, что с этим делать. Давайте посмотрим, будет ли прорыв. Закончится ли эта тишина. Вот что будет? Будет ли прорыв? Все-таки он отважится на какие-то действия, да? Все очень сложно. И поговорить надо. Вы знаете, тут такое чувство, что мужчина понимает, что назревает разговор, и от этого разговора никуда не деться. И, возможно, тишина сменится действием, когда он поймет, что может потерять вас навсегда, что вы останетесь в прошлом, что вы уже не готовы. И все-таки, будет ли он действовать? Давайте посмотрим. Думает, он много думает об этом. Но у многих все-таки проиграется, что да, мужчина, возможно, не свободен. И это не обязательно соперница. Поскольку у нас вышел император, то, возможно, знаете, у императора всегда очень обостренное чувство долга. Возможно, дети, взрослые, возможно, старые родители, люди, за которых он несет ответственность, да, вот его семья. И, возможно, действительно в третьи лица в ваши отношения вклиниваются, да. Его семья вас не принимает, его друзья вас не принимают. Или, знаете, уже как бы возраст такой, что говорят, ну куда ты лезешь, тебе поздно. Ну, это не у всех, это, ну, как бы проиграется у кого-то. Но все-таки действия будут. Все-таки действия будут, девочки. Потому что восьмерка жезлов, карта действий, карта перемен. Да, и прорыв будет. И все-таки он справится со своим страхом и попытается дальше продолжать отношения. Потому что он хочет свиданий, хочет любви. Хочет, чтобы вы были с ним. Если этот расклад отозвался в вашем сердце, напишите в комментариях. Принимаю с благодарностью, чтобы усилить эту энергию, чтобы все получилось так, как мы с вами увидели. А я вам говорю всего хорошего. Пока-пока.